Приветствую вас на моем канале. Сегодня вяжем такой красивый узор. Необычный узор похож на маленькие деревья. Раппорт узора 18 петель, 12 рядов. Схему узора оставлю в телеграм-канале, ссылка в описании под видео. Первый ряд. Кромочную снимаем. Пропускаем 3 лицевые, вводим спицу в четвертую спереди работы, снимаем эти петли, возвращаем первые 3, затем четвертую. Провязываем эти петли лицевыми. Далее из изнаночной нам надо вывязать 3. Вытягиваем петлю, делаем накид и еще одну петлю. Разворачиваемся, первую снимаем, провязываем 2 изнаночные, снова разворачиваемся, первую петлю снимаем, 2 лицевые, накидываем на первую петлю вторую и третью. Мы вывязали такую небольшую шишечку. Далее первую петлю пропускаем, за работой вводим спицу в 3 петли, снимаем все эти петли со спицы, возвращаем первую, затем эти 3. Провязываем их лицевыми. Вяжем 4 лицевые, 1 изнаночную, 4 лицевые. Это наш раппорт. Так будем повторять до конца ряда. Второй ряд и все четные ряды будем провязывать по узору, то есть над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Если вы вяжете по кругу, то соответственно все четные ряды тоже провязываем по узору. Вяжем так, как лежат петли. Если перед нами лицевая, ее провязываем лицевой. Если перед нами изнаночная, провязываем ее изнаночной. Третий ряд. Кромочную снимаем, вяжем лицевую, пропускаем 2 петли, вводим спицу в третью, снимаем эти петли, возвращаем первые 2, затем третью. Провязываем эти петли лицевыми. Далее вяжем изнаночную. Первую петлю пропускаем. За работой вводим спицу в 2 петли, снимаем эти 3, возвращаем первую, затем эти 2, провязываем лицевыми. Далее 5 лицевых, изнаночная, 4 лицевые. Это наш раппорт. Так вяжем до конца ряда. Четвертый ряд изнаночный вяжем по узору, так как лежат петли. Пятый ряд. Кромочную снимаем, вяжем 2 лицевые, меняем местами следующие петли, так чтобы вторая оказалась сверху. Провязываем их лицевыми, изнаночная, за работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем их лицевыми. Далее 6 лицевых, изнаночная, 4 лицевые. Это наш раппорт. Так вяжем до конца ряда. Шестой ряд провязываем по узору. Над лицевыми лицевые, над изнаночными изнаночные. Седьмой ряд. Кромочную снимаем, вяжем 4 лицевые, 1 изнаночная, 4 лицевые. Далее формируем деревце наше в шахматном порядке вот в этом месте. Пропускаем 3 петли, вводим спицу в четвертую спереди работы, меняем их местами, провязываем лицевыми. Из изнаночной вывязываем 3 петли, лицевая, накид, лицевая. Разворачиваемся, первую снимаем, провязываем 2 изнаночные, разворачиваемся, первую снимаем, вяжем 2 лицевые и накидываем на первую петлю вторую и третью. За работой вводим спицу в 3 петли, меняем местами с первой. Провязываем эти петли лицевыми. И это наш раппорт.
Так будем вязать до конца ряда. 8 ряд вяжем по узору, так как лежат петли. 9 ряд, кромочную снимаем, вяжем 4 лицевые, 1 изнаночная, 5 лицевых, 2 петли пропускаем, вводим спицу спереди работы в третью, меняем их местами, провязываем лицевыми. 1 изнаночная, за работой первую петлю пропускаем, вводим спицу во вторую и третью, меняем их местами, провязываем лицевыми. 1 лицевая. Это наш раппорт. Вяжем так до конца ряда. 10 ряд вяжем по узору. 11 ряд, кромочную снимаем. Вяжем 4 лицевые, изнаночная, 6 лицевых. Меняем местами первую и вторую петлю. Провязываем их лицевыми. 1 изнаночная. За работой вводим спицу во вторую петлю, меняем местами с первой. Провязываем лицевыми. Далее 2 лицевые. Провязываем нужное нам количество раппортов. 12 ряд, изнаночный, вяжем по узору, так как лежат петли. Далее узор повторяем с первого ряда на нужную нам высоту. Такой интересный, красивый узор. Спасибо вам за внимание. Не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропускать новые видео. Также жду вас в гости в телеграм-канале. Ссылка в описании под видео.